Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Это Австрия, Каринтия. А в прошлом ролике я вам рассказал про то, что Арчик наконец-то поймал мышь. А я заснял этот фрагмент, и вот он, Арчик с мышью. Я снимаю через ограду, это он на соседнем участке развлекается. А к его счастью, Анфисия, наша кошка Анфисия, пока не заметила, чем он занимается, иначе она бы давно у него мышь скрала. Она занимается тем, что таскает мыши и у него, у кота Вилли. Вот. И Арчик, смотрите, он самозабвенно играет, то есть у него просто праздник жизни. Ура, ура! А ему долго не везло с мышами, но вот наконец-то свезло. Он отрывается, пока не отобрали. А я вам в конце ролика еще раз напомню, где можно будет меня найти в случае, если доступ к YouTube будет на некоторых территориях ограничен. Я немножко подготовился на этот случай, так что вы сможете продолжать смотреть мои ролики, кому они интересны. У нас происходит постепенный приход весны. Ну, как видите, все больше открытых пространств. Лебеди вовсю занимаются гнездом. У них уже третье место. То есть они пока не определились с местом, где именно строить гнездо. Были предприняты уже две попытки справа от пирса. На разных местах. А вчера я их засек слева от пирса на границе с соседним участком. Ну, то есть они занимаются. Теперь у нас немножко лебеди. Арчуха напугал всех уток. Они успокоиться не могут, орут. Обратите внимание, что птенцов больше давно уже не видно. Все, птенцы отделены окончательно. Рассказывают про тебя друг другу. Подчапал. Только штаны блестят. Если вы первый раз на канале, было 7 птенцов, и вот всю зиму эти птенцы были вместе с родителями. Вот. А тут на дно насыпал ему. Видите, голова широкая сверху. Это он. Это у нас папан. Да. Он собирает со дна. Примерно половину уже собрал того, что было. А маманя вон плывет. Ну, я знаю, где птенцы. Птенцы на болоте в заповеднике. Там сформировалась большая, около 15 особей, группа лебединой молодежи. Уток выгуливала, да? Давай, надай немножко. Там собираются птенцы из разных выводков. И Давай. такой молодежной группой держится до созревания. Иди, там твой супружник уже наяривает вовсю. То есть природа таким образом позаботилась о том, чтобы, так как в группы вот эти молодежные собираются птенцы из самых разных выводков, и группы, такие большие, то потом, когда они расходятся уже по парам, а пары обычно находятся внутри группы, уже птенцы из разных семей образуют новые пары. То есть вообще интересно у лебедей это вот этот период жизни в молодежной группе, он продолжается довольно долго. То есть они создают семьи на третьем году жизни. На третьем, некоторые на четвертом году жизни. Создают пары и выводят своих птенцов. А с родителями они, меньше года. Соответственно, вот остальной период – это жизнь в молодежных группах. Так, а кто это там тащится? Вижу, засек. Далеко гуляем? Прогуливается. Ага. Кто-то себе территорию отмерил-то, а? Да, вон. Мальчик, ты не заблудился часом? А? Мальчик. Это у него утренний обход его.
А дальше уже нельзя, да? Дальше вот машина стоит и люди живут. Дальше страшно. Что, в дом пойдем, да? Ну давай, стучись, может откроют. А вот эти соседи, они зиму проводят в Испании. А не знаю, где точно. Вот один сосед подальше, он в Марбеле всю зиму. Эти тоже в Испании. Вот, ролик был, как они доставали из ведра, из-под стула доставали. А сегодня я заснял одним кадром, там 8 с лишним минут. Чисто лебединая история, очень прикольная. Да. Папа как бы пошел правильным путем, вот, а мама ошиблась и пошла по пирсу за мной. И как мы с ней там разбирались, а сделаю ролик, я не знаю, на каком канале я его выпущу, ну, скорее всего, здесь. Вот, буквально снятое одним кадром, 8 с лишним минут, наши с ней танцы на пирсе. Вот. Ну, получилось очень смешно. Я уже потом, как бы мне самому интересно было, что из этого получится. Так, а у нас там они продолжают дербанить корм. Вот у них он сверху из ведра достает, а она снизу там подбирает тоже. Так. Ну, это одна из попыток справа от пирса сделать гнездо. Вот. Только шум стоит. А я им несу, кукурузы несу. И это ведерко надо оттуда забрать, а то они обжираются. Лишнее будет. Но это не слишком близко к берегу. Они сами поняли, что так нельзя слишком близко к берегу. А, нет, наоборот. Сегодня это она сверху устроилась. Да. Ну что, привет. Должно быть некоторое расстояние, должна быть вода. Ну, подходи. Вон ведерко тебе несу. Да. Ну что, пойдем кушать. Да. Хороший. Хороший. Подруга. Подруга. Ты давай бы отсюда свинтила. Ну, вот видите, таскает там корм из ведерка. Итак, смотрите. У меня есть аккаунт на TikTok. И этот аккаунт я поддерживаю. И там, в общем-то, ну, многие сообщения, почти все там читаю. Комментарии читаю. На ТикТоке аккаунт такой же самый, Аксель Франк. У меня есть аккаунт на Яндекс.Дзен. Не уверен, что он сохранится долго, что его не заблокируют в случае блокировки Ютуба. Но посмотрим. У меня есть e-mail. В разделе «О канале» есть e-mail. Посмотрите, запишите себе, если вы заинтересованы смотреть мои ролики, так сказать, в дальнейшем. Я сейчас говорю все это для тех, кто же проживает на территории России. И есть некоторая вероятность, что YouTube в России будет или замедлен, или заблокирован. Поэтому вот эти возможности остаются. Вот смотрите, что происходит. Арчик не пришел на раздачу ветчины, я ему потом положил на столик. Он немножко успел съесть, потом подоспела Анфиса и ему помогла. И со стола съела, и с пола съела. Короче, Анфиса, она мой пострел везде поспел. А Арчик тормозит. Сегодня чужая стая уток. Они боятся, они вот немножко тут вот впереди понимают, а те даже не понимают. Вот я им бросаю, они не очень. Вот эти, которые поближе, тут есть несколько, они в курсе. А те как бы, вот тут сколько лежит, вот, сейчас распробуют. Немножко времени пройдет, они распробуют. Да, вкусно, да? Интересно, откуда они прилетели, вот эти. Ну, они уже домой собираются. Видимо, у них промежуточная посадка на озере, отдых, и дальше полетят. Ну что, вкусно, да? Эй, кря-кря. Ну, видимо, начался уже обратный перелет с озер Италии и Словении. Вот, и они здесь сделали остановку. Да, вкусно. Ладно, вам перед полетом подкормиться не помешает.
А вообще в воздухе уже пахнет весной. Я возобновлю рубрику о вестях с полей. У нас тут прямо за оградой поля. Вот смотрите, это у нас, ну, я думаю, специалисты, кто разбирается в сельском хозяйстве, знают, что это такое. Это нам такой аромат создают на всю округу. Ну, это быстро выветривается, но пару часов амбре есть. Ну, то есть, смотрите, у нас сельское хозяйство исключительно био. Никаких удобрений, там, таких вот химических, ничего такого не используется. И удобрение единственное, у нас коровники вот сверху. Вот коровники. И, естественно, удобрение такое, настоящее, истинное. Вот. И вот такая машина. Она отъезжает к коровнику, заполняет бочку. Ну, там вот все это готовится. Субстанция. Потом приезжает и поливает. Ну, короче, будем мы с урожаем. На этом все. Пока-пока.